Всем привет, дорогие зрители, подписчики, а также гости моего канала. Я сегодня хочу рассказать о ноже для прививок. Впереди зима, еще есть время, чтобы определиться, какой нож вам нужен. Я вижу, многие выполняют прививки и с помощью обычного канцелярского ножа. Данное мнение имеет место быть, но на мой взгляд это травмоопасно для выполнения прививок. Но кто выполняет, кто приловчился, так и будет. То есть данное видео именно для тех, кто хочет купить нож специализированный для прививки, то есть определиться с выбором. То есть прежде всего, на что нужно обращать внимание при выборе через магазины или сайты. Там указывается характеристика: нож для правши или для левши. То есть что это значит? В данном случае при выборе ножа вы должны обращать внимание, вы правша или левша, и немаловажная техника выполнения среза. Делаете срез, черенок, срез делаете на себя или же от себя. На что это влияет? Видим, прививочный нож имеет одностороннюю заточку. Видим, у него от обуха идет одна сторона, видим, ровная, а другая сторона, видим, спуск, срезана, да, и заточена. На что это влияет? Я здесь нарисовал, условно говоря, считать, если это черенок, да, то нож, имея одна сторона ровная, она должна при технике выполнения среза обращена должна быть к оставляемой части черенка. В таком случае вы будете выполнять ровный срез. Нож здесь для правши, имеет одностороннюю заточку. При выполнении среза данный нож предназначен для выполнения техники среза на себя. Берем черенок и, держа нож в правой руке, выполняем срез на клин. Видим, да, одним движением делаем срез, и срез у нас, видим, остается с ровной стороны. Если мы этот нож при выполнении среза будем использовать технику исполнения среза от себя, то черенок у нас будет находиться с другой стороны ножа. То есть в таком случае нож у вас будет пытаться вывернуться, и срез у вас будет получаться неровным. Этот нож не предназначен для выполнения прививок техники от себя. В том случае, если вы правша и выполняете срез, и вам удобно выполнять срез от себя, то при выборе ножа вы должны выбрать нож для левши. То есть нож для левши и правши в основном отличается от того, какая сторона у данного ножа заточена. Как определить? Допустим, берем нож в правую руку и делаем и обращаем лезвие к себе. То есть в данном случае у нас должна верхняя сторона быть заточена. А для левши, значит, соответственно, будет она развернута. При выборе марки и стоимости ножа, в данном случае вы должны обращать внимание на свои финансовые возможности. Ножи марки бывают различные. То есть нержавеющие стали, ржавеющие. В данном видео я не хочу затрагивать данную тему. На что я хотел сегодня обратить внимание, это нож для правши или нож для левши. И техника исполнения среза, то есть на себя или же от себя. Всем пока, до новых видео.